Здравствуйте, друзья! Сегодня Церковь предлагает нашему вниманию и размышлению отрывок из 14 главы Евангелия от Матфея. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Иисус же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. После того, как апостолы увидели удивительное чудо умножения хлебов, Иисус хочет, чтобы они выросли в вере, чтобы они что-то совершенно новое для себя поняли. И для этого велит им отправиться на другую сторону озера. Но для этого, во-первых, они должны плавать, а это бывает совсем небезопасно. А во-вторых, должны идти без него, потому что он поднимается в гору и молится, и до этого он отпускает народ. Значит, ученики отправляются одни. И, конечно, им не очень хочется, и, наверное, им страшно. Да, апостолам, наверное, именно страшно. И это очевидно, потому что евангелист здесь использует очень сильное выражение. Он говорит, что Иисус понудил учеников войти в лодку и отправиться на другую сторону озера. Почему это так? Вот они увидели это чудо насыщения 5000 5 хлебами. И находится место, которое называется Табхе. Это место расположено на северо-западном берегу Генесарецкого моря, близ Капернаума. А вот другая сторона озера – это такой район, который вот на севере называется Кавланитида, а на юге уже Десятиградие. Что это за место? И кто живет в этих местах? Ну вот жители как раз Кавланитиды, они не были чистыми иудеями. Они когда-то там смешивались, иудеи там смешивались на этой территории с другими народами. И вот в результате там жили язычники. Там было несколько эллинских городов. А вот северная часть Заиордания первоначально принадлежала, согласно Библии, племени гигантов. Поэтому, наверное, благочестивым иудеям было страшновато там находиться. А вот на юге город Гадара, вот откуда гадаринские или гергесинские бесноваты. Те самые бесноваты, которые потом, когда Господь изгоняет бесов из людей, эти бесы входят в свиней. И
даже там написано в Евангелии, что так страшно было жителям того места проходить, что никто вообще не бывал в этих местах. Тогда мы понимаем, что туда вообще-то никто не хочет. Да, апостолам, наверное, страшно. Да и кроме того, зачем отправиться в эту территорию, где живут язычники? Вот Господь только что совершил удивительное чудо – умножение хлебов. И им так хорошо быть с Ним там. И апостолам хорошо, и народу хорошо. И, наверное, никто не хочет оттуда уйти. Как часто бывает так, что вот наш церковный, скажем так, междусобойчик нам, конечно, уютнее, приятнее, чем вот идти в мир, где всякие соблазны, где искушения, где борьба, где язычники. Но вот Господь именно хочет, чтобы апостолы туда пошли. И вот интересно, что даже когда преображение – это один из главных моментов, когда Иисус показывается своим апостолам как Бог. Вот этот рассказ преображения заканчивается как раз тем, что Петр хочет там остаться, хорошо нам быть здесь. Но Господь все-таки тогда тоже повелел вернуться, спуститься с горы Фавора. Господь хочет, чтобы Его церковь была там, где люди, где соблазны, где трудности, где борьба. А это потому, что по замыслу Божьему церковь – это не такое иллюзорное сообщество, мифическое сообщество безупречных людей или заповедник безгрешных, непорочных людей. Это не такое место, где нам очень хорошо настолько, что мы забываем о том, как живут люди. Это совсем другое. Церковь – это община Иисуса Христа, который идет навстречу всем. И прежде всего тем, кому трудно. Церковь – это все мы. Это я и вы. Такие, какие мы есть. Косые, горбатые, слепые, немые. Вот такое сообщество людей. Только где посреди них находится сам Христос. Это и есть церковь. Они сообщество беспорочное. Но одновременно апостолы боятся еще и потому, что существует реальная опасность. Они должны плыть через море, а это всегда бывает опасно. И действительно, там ветер, ночь, волны. И вот как написано в Евангелии, лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. И вот удивительно, Христос хочет, чтобы лодка Его церкви была вот именно здесь, вот посреди этого бушующего моря. Море каждодневной жизни, море жизни вот посреди всех людей. Это именно место, где Христос хочет, чтобы была церковь. Как вот в середине этого Генесарецкого озера в тот день, или скорее в ту ночь, когда ветер был очень сильный, как говорит евангелист. Очень часто в последнее время я размышляю о хрупкости, о уязвимости церкви. Вот совсем недавно, когда был коронавирус, все мы, я во всяком случае, думал, что вот как это все ужасно и страшно, что вот пройдет это время и, наконец, будет проще. Оказалось, все совсем по-другому. После коронавируса стало гораздо труднее нашей церкви. И даже создается иногда такое впечатление, что это как вот эта лодка с Петром, с апостолами, но без Иисуса, как в ту ночь. Но на самом деле Иисус был рядом. Они просто Его не видели. А вот когда Его наконец увидели, четвертую стражу ночи, когда Он пошел к ним
идя по морю, им стало еще страшнее. Но здесь, в этом образе, есть невероятно ценная вещь. А именно та мысль, что Господь к нам приходит именно когда нам страшно, когда мы уже не знаем, к кому обратиться, когда мы не знаем, как выйти из положения, когда мы не видим конца превратностей и сложностей. Вот тогда, четвертую стражу ночи, то есть в середине ночи, Господь идет к нам. И так, как мы не ожидаем, совершенно чудесным образом, идя по воде. Евангелист пишет, что, увидев Иисуса, идущего по морю, ученики встревожились и говорили: «Это призрак», и от страха скричали. Но Иисус сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И тут Петр вдруг, как часто бывало в его порывах, может быть, щедрости, преданности своему учителю, он говорит Иисусу: «Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Это очень важное место, интересное. Как часто так бывает, что Господь открывается нам самым неожиданным образом, тогда и как мы совершенно не ожидаем. Но очень часто мы просим доказательства. Нам нужны какие-то доказательства, или мы ставим условия. Но я готов доверяться тебе, но сначала докажи мне. Вот примерно так же здесь апостол Петр и говорит: «Если это ты, повели мне прийти к тебе». То есть пусть сбудется что-то еще более невероятное, чтобы сам Петр ходил по воде. И вот происходит невероятное, что Иисус говорит Петру: «Иди», он выходит из лодки и идет по воде. И действительно, какое-то время, чтобы подойти к Иисусу, он держится на воде. Но потом, как пишет евангелист, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. И потому закричал: «Господи, спаси меня». Перечитывая это место из Евангелия, я очень часто думаю о том, какие могли быть чувства у Петра, когда он вышел из этой лодки, пошел по воде и какое-то время действительно держался на воде. Какие чувства? Чувства восторга, наверное. Чувство благодарности к Иисусу. Но одновременно он понимает, что это невозможно. Он осознает свою немощность, свою слабость. И вот как сказано, видя сильный ветер, он начал утопать. Может быть, произошло то, что он отвел от Иисуса глаз, свой взгляд. И мне кажется, что в духовной жизни очень часто и с нами бывает то же самое, что мы держимся, и даже совершаются вокруг нас и в нас какие-то удивительные чудеса, но только в то время, когда мы не отводим глаз от Иисуса. Как только наш взгляд возвращается к нам, как только мы думаем о себе, о своей немощности, мы начинаем утопать. Это всегда так. И я думаю, что это и есть центр сегодняшнего Евангелия, что надо всегда смотреть на Христа и только на Христа. Не надо думать о себе, о своей слабости, о всех наших пороках, грехах и так далее, потому что как только мы начинаем думать о себе, мы утопаем. Итак, друзья, чего только не пережили
в ту ночь апостолы, когда сначала должны были преодолеть свой страх, отправиться фактически в чужую страну, куда никто из благочестивых иудеев не хотел побывать, а затем сели в эту лодку, отправились, а тут ночь, ветер, волны. Весь этот текст нам показывает, что духовная жизнь – это путь. Это путь преодолевания самых разных препятствий. Иногда страх, иногда чувство собственного недостоинства и немощности, а иногда реальные опасности, абсолютно реальные, объективные опасности. И когда мы чувствуем себя в полном одиночестве в этой лодке посреди бушующего моря. Но Господь рядом. И достаточно, как Петр, просить «спаси меня», и Он простирает свою руку и спасает нас. Вот это, обо всем этом нам говорит сегодняшнее Евангелие.